Фильм начинается с умиротворяющего кадра острова Ла-Пальма, где туристический корабль плывет у пляжа Бонита под ясным голубым небом. Но вдруг спокойствие нарушается, когда море становится горячим и токсичным, что приводит к мгновенному затоплению корабля. Выясняется, что на острове Ла-Пальма расположен активный вулкан, который не извергался с последнего своего извержения. Извержение вызвало трясение, оставив огромные трещины вдоль склона вулкана. Специалисты предупреждают, что увеличение трещин может вызвать цунами. Несмотря на опасность, Ла-Пальма – популярный остров туристов, где посетители ежегодно стекаются к его берегам. Среди этих туристов есть норвежская семья, которая уже много лет каждое лето отдыхает на Ла-Пальме. Фредерик, отец семейства, организует отпуск для своей семьи, не зная, что эта поездка изменит все. Тем временем местный геологический институт, созданный для мониторинга нестабильного вулкана, кипит от активности. Два исследователя, Мария и Хаукер, постоянно находятся на грани, отслеживая каждое движение горы. В один замечательный день Мария и Хаукер исследовали новые трещины в пещере возле вулкана Ла-Пальма. Пока идут через темноту, они замечают рост уровня углекислого газа, достаточного для гибели летучих мышей. Это открытие вызывает у них дрожь. Собрав данные, они направляются обратно в институт, ощущая нарастающее чувство срочности с каждым шагом. В институте Мария спешит поделиться своими находками с Альваро, старшим исследователем с многолетним опытом. Но когда она объясняет трещины и растущие уровни СО2, Альваро не воспринимает ее опасения всерьез. Она утверждает о скором извержении. Но Альваро, скептически настроенный и не желающий слушать, отвергает ее теорию. Позже Хаукер доверяет Марии, раскрывая тревожную правду о прошлом Альваро. Несколько лет назад Альваро предсказал извержение вулкана Ла-Пальма, но когда этого не произошло, его карьера пошла под откос. Хаукер говорит, что отказ Альваро слушать Марию может быть вызван его прошлым провалом. Мария не может побороть растущий страх. Признаки ясны, извержение вулкана создаст огромное цунами. Тот, что способен разрушить остров. Несколько дней спустя Альваро получает плохие новости о кораблекрушении. Отчеты об автопсии подтверждают его подозрения. Легкие жертвы были заполнены углеродом и серными газами. Это ужасное открытие заставляет Альваро сделать тревожный вывод. Погружение судна может быть связано с растущей активностью вулкана Ла-Пальма. Решив продолжить расследование, Мари и Хаукер начинают восхождение на вулкан. По прибытии на место Мария была в шоке от того, что трещина значительно увеличилась в размере и стала более заметной. Это место вызывает у нее волну тревоги. Когда Мари сообщает о находках, реакция Альваро немедленная и срочная. Он приказывает им покинуть район. Его последние данные подтверждают худшее. Вулкан на грани выброса опасных токсичных газов, ставя всех под угрозу. Вскоре после этого Мари и Хаукер вместе с туристами, разбившими лагерь на горе, поспешили к спасению, когда токсичные газы быстро распространились. Воздух наполнился опасностью. И в суматохе Мари получила серьезную травму и потеряла сознание. Она проснулась в больнице, и ее состояние постепенно улучшалось. Альваро пришел, чтобы рассказать ей о последствиях. Хокер, хоть и в стабильном состоянии, был в коме, его жизнь была под угрозой. К сожалению, туристы, которые разбили лагерь на горе, не выжили из-за токсичного газа. Мари, лежа в больничной койке, чувствовала тяжесть произошедшего. Она была более чем уверена, что вулкан на Ла-Пальме вот-вот извергнется, и с ним грозила угроза огромного цунами. В отчаянии, чтобы избежать потерь, она умоляла Альваро предупредить, чтобы уменьшить разрушение. Мари, пытаясь убедить Альваро, рассказала ему о своей боли. Когда она и ее младший брат были детьми, они пережили разрушительное цунами. Эта катастрофа забрала жизни их родителей, оставив их с глубокими травмами. Она всегда считала, что если бы было предупреждение, их судьба могла бы измениться. На следующий день Мари и Альваро встретились с высокопоставленным чиновником, пытаясь убедить его, что вулкан на Ла-Пальме готовится к извержению. Мари настаивала на предупреждении о цунами и немедленном развертывании команд эвакуации. Риск был слишком велик, чтобы его игнорировать. Время действовать пришло. В то время как Фредерик и его жена Дженнифер вовлеклись в горячую ссору. Их сын Тобиас пропал на пляже, и напряжение стало невыносимым. Старшая дочь Сара ощущала удушение от конфликта. Под давлением она тайно забронировала билет в Мадрид, надеясь избежать надвигающейся бури.
Со временем наблюдения Альваро стали беспокоить увеличение интенсивности вулканического пепла вокруг вулкана Ла-Пальма. Спустя несколько часов Фредерика и других туристов потрясла мощная вспышка. Пепел вулкана устремился в небо. Хаос усилился, когда самолет Сары уже в воздухе врезался в облако пепла. Случилось худшее. Самолет разбился. Фредерик и Дженнифер охватил панический страх, когда они узнали, что Сара была на этом неудачном рейсе. В отчаянной спешке они направились в больницу, надеясь получить ответы. Когда они прибыли, им дали список пассажиров, которые получали лечение, но имя Сары не было отмечено. Им было тяжело узнать, что она числится среди пропавших без вести, предположительно погибших после взрыва самолета. Грусть давила на них, особенно когда они размышляли о своей роли в решении Сары сбежать. Но когда казалось, что все потеряно, Сара вернулась домой целой и невредимой. Она покинула самолет до его взлета, избежав катастрофы. Альваро призывал Мари уйти из Ла-Пальмы, пока вулкан не начал извергаться. Опасность приближалась, времени оставалось мало. Тем не менее, сердце Марии упало, когда она узнала, что ее младший брат Эрик исчез из их дома. Ранее они поссорились из-за недоразумения, и теперь в хаосе Эрик исчез. Тем вечером Сара села поговорить со своим новым другом Чарли. В ходе их разговора Сара узнала, что вдохновляющее сообщение Чарли побудило ее покинуть самолет до его взлета. С тех пор они стали ближе, разделяя связь, которая помогала Саре чувствовать себя уверенно среди всего происходящего. Тем временем Мария нашла Эрика в полиции после того, как он напился и устроил беспорядок. В ярости она бросилась защищать его, но в пылу момента случайно напала на офицеров. Ситуация вышла из-под контроля, и Марию арестовали за нападение. Эрика в итоге отпустили, но напряжение между ними сохранялось, оставив Мари столкнуться с последствиями своих действий. С другой стороны, Йенс, брат Дженнифер и работник министерства, находился на срочном заседании, осознавая всю тяжесть происходящего. Ученые подтвердили худшее. Вулкан на Ла-Пальме был на грани извержения. И если произойдет мощный обвал в море, это может вызвать цунами высотой в сотни метров, способное уничтожить весь остров. На следующий день Йенс срочно позвонил Дженнифер с ужасными новостями. Ла-Пальма не была в списке для эвакуации. Угроза цунами была реальной. Семье Дженнифер надо было уехать немедленно. С учетом времени семья Дженнифер спешила к паромному терминалу. Но время уходит. До отправления парома оставалось 20 минут. В отчаянном шаге Фредерик угнал машину, готовый сделать все, чтобы они успели уехать. Когда Фредерик с семьей достигли терминала, разразился хаос. Фредерик столкнулся с разъяренным владельцем украденной машины, что потерял ценное время. Когда он, наконец, смог справиться с ситуацией, его жена и дети уже успели сесть на паром в Тенерифе, оставив его одного. Тем временем на пароме Сара срочно позвонила Чарли, прося ее поспешить в аэропорт Тенерифе. Ситуация становилась все более напряженной, и Сара знала, что нужно действовать. На Ла-Пальме Альваро расстроился, узнав о поломке оборудования. Вулкан показывал признаки извержения, и он не терял времени. Призывая власти объявить предупреждение об эвакуации, страх Альваро внезапно усилился, когда остров стал все опаснее. Правительство быстро запустило эвакуацию. Но угроза возросла, когда лава потекла из вулкана. Когда остров задрожал, Йокур, восстанавливаясь, остался с Альваро, не покидая его. Вместе они провели тихую беседу, размышляя о неизбежном. Независимо от извержения или надвигающегося цунами, они приняли смерть. Их судьбы были решены в гневе природы. Когда извержение вулкана бушевало, полиция была вынуждена покинуть свой участок, чтобы спасти себя. Эрик, воспользовавшись случаем, успел освободить Мари из камеры. Выбежав из полицейского участка, Мари и Эрик были шокированы, столкнувшись с Фредериком. Он выглядел убитым после неудачных поисков лодки для побега с острова Ла-Пальма. Эрик быстро предложил решение. Он знал место, где хранил лодку для дайвинга, и призвал Мари и Фредерика следовать за ним. Но как только они начали выходить, начался хаос. Появился человек, вооруженный и отчаянный, намеревавшийся захватить лодку для себя. Вспыхнула жестокая конфронтация, и прежде чем кто-либо успел среагировать, Эрика застрелил этот человек. «Карлос,
Мари, потрясенная и скорбящая, пыталась осознать утрату, в то время как Фредерик отчаянно боролся, чтобы остановить Карлоса. После жестокой борьбы Фредерик наконец одолел его, но победа казалась пустой. Не успев отдышаться, они увидели группу людей, стремящихся заполучить лодку. Фредерик, взяв пистолет Карлоса, отогнал их, и он с Марией смогли закрепить лодку, которая была их единственной надеждой на побег. Йенс получил срочное известие от исследователя цунами. Исследователь сказал, что на Тенерифе есть возможная безопасная зона, но безопасность этого места была неясна. Волны все еще могли достать их, и эвакуация в это место не гарантировала бы выживание. Узнав это, Йенс срочно призвал правительство объявить о потенциальной безопасной зоне на Тенерифе, но его просьба была отклонена. Официальные лица опасались, что если эвакуированные погибнут от цунами, это только ухудшит их и без того тяжелое положение. Тем временем в аэропорту Тенерифе Дженнифер и ее двое детей нервно ждали в очереди за билетами на рейс. Дженнифер и Тобиас первыми сели в самолет, но Сара, решившая найти Чарли, ускользнула, чтобы поискать в терминале. Чарли только что приехал, и Сара не могла избавиться от ощущения, что ей нужно его увидеть. Тем временем на Ла-Пальме Альваро и Халкур поднялись на вулкан в защитных костюмах, их лица выражали мрачное принятие. Пока они наблюдали за тем, как лава стекает с горы, они пили напитки, словно смирились со своей участью. Но как только они расслабились, извержение вызвало огромный обвал, мгновенно похоронив их обоих. Как и опасались ученые, огромный обвал в море вызвал разрушительное цунами. Волна начала набирать неостановимую силу. Тем временем Мария и Фредерик прибыли на Тенерифе и заметили первые признаки надвигающейся катастрофы. Берег, некогда мирный, теперь намекал на неминуемое разрушение. В то же время напряжение на аэропорту Тенерифе нарастало. Самолет был готов к взлету, когда Дженнифер и Тобиас сделали спонтанное решение. Они решили уйти. Им нужно было найти Сару, еще не севшую на борт. Немного позже Фредерик получил сообщение от Дженнифер с местоположением возможной безопасной зоны. Не раздумывая ни секунды, Фредерик увеличил скорость лодки до предела, мчась навстречу высокие волны цунами, которые быстро приближались. В это время Сара наконец встретила Чарли, и они быстро сели в самолет. Но когда Сара позвонила Дженнифер, она узнала душераздирающую новость. Ее мать и Тобиас все еще были снаружи, отчаянно ища ее. По истечению времени Дженнифер и Тобиас приняли решение. Они сбежали с другими, несмотря ни на что. Спеша к безопасности, Дженнифер заметила, как волны цунами надвигаются на аэропорт. Но к ее ужасу самолет так и не взлетел. Огромные волны ударили, утащив самолет в воду и мгновенно потопив его. В то время как Мари и Фредерик изо всех сил старались разогнать лодку, они пытались убежать от приближающихся волн. Они достигли залива Тенерифе, и облегчение охватило их, когда волны цунами начали отступать. Но то, что они увидели, было совсем не мирным. Беженцы заполнили залив, ожидая эвакуационных команд. Дженнифер с Тобиасом прибыли, потрясенные, но в безопасности. Несмотря на все это, тревога оставала Фредерика. Сара до сих пор числилась пропавшей. Вдалеке обломки самолета уносило вглубь страны цунами. Среди хаоса Сара очнулась. Дыхание прерывистое после утопления. Окруженная другими выжившими, она поспешила на помощь Чарли, оказывая первую помощь, пока волны продолжали разрушать все на своем пути. С течением времени ужасные новости разнеслись. Цунами на Ла-Пальме разрушило побережье Западной Африки и Южной Европы. И даже восточное побережье Северной и Южной Америки, оставив за собой разрушение. В хаосе он получил похвалу от коллег за быструю реакцию на распространение информации о заливе Тенерифе. Его усилия позволили эвакуировать сотни людей. Он почувствовал облегчение, когда узнал, что семья Дженнифер благополучно выбралась. В конечном итоге Сара и Чарли прибыли в залив Тенерифе на эвакуационном вертолете. Их лица были уставшими, но они остались живы. Фредерик с облегчением вздохнул, зная, что его семья выжила. Но для Мари тяжесть катастрофы оставалась. Несмотря на благодарность за выживание всех выживших на Ла-Пальме, ее горе не покидало. И с этим история подошла к завершению, оставив после себя смесь надежды и горечи на фоне невообразимого разрушения. Поэтому важно внимательно воспринимать знаки, особенно если вулкан предупреждает. И всегда перепроверяйте, не является ли ваше место для отпуска потенциальной угрозой. Ведь пляж должен быть местом для отдыха, а не для бегства от цунами.